Всем привет, друзья! С вами опять Юрий Сербин. И посмотрите, какая у нас наступила зима. Все-таки я дождался в своем том старом кресле, вот, досиделся. И такая вот зима, друзья, наступила. Уже третьи сутки у нас идет снег понемножку и не переставая. В общем, один раз уже я его чистил, убирал своим роторным снегоуборщиком с мотоблоком Motor Sich. И опять-таки, друзья, его насыпало буквально вот за сутки, сантиметров, наверное, 30. В некоторых местах, там, где идет завихрение, то и больше, друзья. Ну и, в общем, в принципе, должно быть настроение. Зима в разгаре, снег идет, что еще нужно? Все его ждали, дождались, но, друзья, не тут-то было. Поломался у меня мотоблок, вернее, больше всего, что я его сам поломал. Вот, отвалилась поплавковая камера на карбюраторе. То видео предыдущее, что вы смотрели с уборкой снега, все нормально как бы происходило, но под конец, уже под вечер, я так понял, что попала вода где-то в карбюратор, и он начал барахлить, то есть не держал холостые обороты. Вот, ну, с горем пополам, скажем так, я этот снег дочистил, поставил мотоблок в гараж, думаю, ну, просохнет там, растает, потом на следующий день возьму компрессор и продую все, как бы повыдуваю туда влагу, нагрею феном и так далее. В общем, друзья, стал ее как бы разбирать, разобрал нормально, все попродымал компрессором, сжатым воздухом, вот. Начал собирать, короче, и вот эта вот часть, колпачок, вот этот вот, поплавковая камера осталась у меня в руках. Рассыпалась это силуминовая или какой там сплав на этом карбюраторе. Все это дело рассыпалось, и, в общем, вот такой я вот запечальный сейчас стою перед вами, потому что не знаю, что делать. Ждал этот снег, ждал эту зиму, и теперь получается, ну что, ну буду брать лопату в руки, трактором все это дело, ну, возможно, даже, может быть, и трактором попробую. Ну, я трактором с ковшом думал, как бы объемные такие вот эти вот кучи, что понасыпаю снегоуборщиком, потом их брать и вывозить на огород, если слишком много будет снега. Вот, а так гонять по двору не очень как бы хочется, топтать, скажем так, вот. Ну, я смотрю, что больше всего, что придется мне заводить трактор, цеплять ковш и работать трактором, потому как снег не прекращается, уже вечер, что завтра будет с утра, я не знаю. Как говорится, друзья, сапожник без сапог, вот так и сейчас у меня. В общем, давайте я вам сейчас эту проблему покажу. Кстати, эта проблема не только у меня, и многих ребят. Я слышал отзывы по этих карбюраторах родных моторсичевских, там и пальчик выламывает, вот эти вот уши, что крепится поплавок, обламывает. Ну, вот такой проблемы, как у меня сейчас, я вам покажу, то ни в кого я не встречал. Ну, но вот так вот случилось у меня. В общем, сейчас пойдем к мотоблоку, снимем этот карбюратор и уже будем размышлять, что думать дальше. Ну вот карбюратор, и снизу должна быть поплавковая камера. Вот снимем этот шланг отсоса картерных газов. И вот такая, друзья, ситуация. Видно, резьба сорвана. Ну вот такая система здесь в Motor Sich. Такие рожки, на которые давит поплавок. Та часть, что туда закручивается, жиклер. Вот такой поплавок стоял в нем с завода. Это родной поплавок, который с ним шел. Но с ним постоянно была проблема. Он постоянно пропускал бензин в середину. То есть набирался бензин где-то, был не герметичен, друзья. Я сверлил отверстия напротив, миллиметровые, вот, и выдувал этот бензин как бы в одну дул, в другую вылетал этот бензин компрессором, а потом эти отверстия запаивал. Поплавок этот почему-то немного увеличился в размере, начал клинить, двигатель начал как бы переливать бензином. Потом мне один подписчик, Руслан Ремарчук, Руся, спасибо тебе огромное, прислал вот такой вот поплавок. Но этот поплавок, друзья, с более новой модели карбюратора, и вот тут вот сверху у него был бортик. На том карбюраторе вот эти вот усики, которые латунные, сделаны с такого самого материала, как и поплавок. Там немного другая система, и, соответственно, вот этот поплавок немножко другой. Был с таким вот бортиком вот в этой части. Я его срезал и как бы, ну, перебивался, скажем так. Вот, друзья, для сравнения, смотрите, родной, у него отверстие побольше и немножко другой формы, как бы снизу. Ну и вот так вот, если смотреть по диаметру, то вот этот вот новый поплавок тоже немного увеличился в размере.
Вот, и тоже начались вот такие вот проблемы. В общем, друзья, мотоблок хороший, мотоблок отличный. Но вот у меня лично вот такая вот проблема с этим карбюратором. Смотрю, людей как бы он работает нормально, без проблем. Ну, чтобы там сильно я в него лазил, нет. Меня просто постоянно вот доставали эти поплавки. То клинит, то переливает, то набирается бензин. И больше всего, что, ну, я сам виноват. Я так подсчитывал, раз 10 я, наверное, снимал вот эту вот поплавковую камеру, вот этот вот стакан. И больше всего, что перетянул резьбу, корпус треснул. Вот этот вот, где жиклер закручивается. И вот такая вот, друзья, у меня получилась проблема. Сейчас я снимаю этот карбюратор, идем в теплый гараж и там покажу уже более детально. Снял глушитель, чтобы более удобно было здесь все крутить. Закрою впускное и выпускное отверстие вот так вот, потому что неизвестно, сколько будет стоять мотоблок. Вот он в разобранном состоянии, переходник, поплавковая камера, два поплавка. Вот, кстати, здесь может быть лучше будет видно, форма разная. Потом это шланг отсоса картерных газов. Вот такой вот переходник патрубок к фильтру воздушному. И вот он карбюратор. Простой, ну как бы работал, в принципе, можно сказать, терпимо. Заводился хорошо, но если дать резко газу, даже на прогретом двигателе, был провал. Вот так вот обломало. Ну, видно, какой-то сплав. И вот те два кусочки с резьбой, что мне удалось найти в снегу уже. Кстати, друзья, только что обнаружил, вот смотрите, тот пальчик, про который я вам рассказывал, что, ребят, отламывает. У меня то же самое. То есть с обоих сторон уже начало крошиться. Ну что, давайте доломаем его. Вот, вот так вот. И все, и приехали. Вот сюда, друзья, как раз я и не лазил. Один раз с завода еще подогнул вот эти вот рожки, чтобы правильный был уровень. Они гнутся туда-сюда. И все. А почему вот такое вот случилось или случается с этими карбюраторами, я, друзья, к сожалению, не скажу вам. Ну, догадки только мои, что это такой вот сплав, из которого сделан карбюратор. Вот посмотрите, кстати, что это такое. Вот, видите? То есть какая-то коррозия уже пошла. Вот. Ну что это такое, а? Это так что, должно быть? Капец. Пузырится вот этот вот весь корпус, что здесь. Кстати, в нем еще в недавнем времени появилась проблема. Значит, вот эта вот заслонка дроссельная, вот она там в середине, вот так вот ходит. Здесь вот на валу стоит пружинка, если ее видно. Она должна вот этот вот весь вал с заслонкой отбрасывать назад. Но, видимо, где-то здесь тоже что-то начало крошиться или пузыриться, не знаю. Ну, то есть она клинит. Она вот назад не возвращается. Стоит у меня там на мотоблоке дополнительная пружинка, которая цепляется вот сюда, то есть чтобы отбрасывала. Но, друзья, даже она не помогала. Мотоблок у меня при сбрасывании ручного вот этого вот курка газа, он не переходил на вот такие вот минимальные холостые обороты. Нужно было рукой доворачивать вот эту вот штуку. То есть вот она клинит и все. Я сюда, друзья, и ВДшкой брызгал. Думал разобрать, все полностью вытянуть вал и почистить там все. Но вот так вот судьба распорядилась, что нужно это все дело выбрасывать. Кстати, вот этот вот переходник, который стоит между карбюратором и цилиндром, у него отверстие в середине конусное. То есть с одной стороны один диаметр,
С другой стороны, вот видите, больший диаметр. Если вдруг будете снимать, не перепутайте, какой стороной правильно устанавливать. У меня, ребята, нет слов. Остались одни эмоции насчет всего этого. Я что-то так расстроился. Даже по поводу трактора я так не расстраивался, как вот насчет этого мотоблока. Что-то я считал, что эта техника как бы, ну, более надежная, чем есть. Ну, говорю так, как есть. То есть по всей технической части от мотоблока там все нормально. Немножко там доработать, я считаю, нужно все-таки сцепление. Возможно даже установить вот такие вот диски, как вот на этом японском тракторе. Междисковые пружинки, вернее. Вот. Чтобы они держались центра. Там все просто, в заводских условиях там можно сделать. Почему наши как бы не делают этого, это для меня, конечно, загадка. Такая вот запчасть, карбюратор к родному моторсичевскому двигателю D250 в интернет-магазине стоит 4000 гривен. Это где-то $140 приблизительно. Цену, конечно же, диктует не сам интернет-магазин, а завод. И, друзья, я вам скажу, что покупать вот за такие суммы, вот это вот, с таким качеством, конечно же, я не буду. Будем как-то выходить с этого положения. Так что, друзья мои, жду ваших комментариев, кто что думает по этому поводу. Предлагайте, конечно, свои варианты, что можно сделать и какой карбюратор установить вместо родного. У меня как бы есть несколько вариантов. Я их, конечно, озвучу в следующем видео. Посмотрим, что с этого получится. Ну, а, конечно, вас я всех готов выслушать. Ну, а сейчас хочу обратиться к заводу Моторсич. Ребята, завод Моторсич, пожалуйста, от всех нас, владельцев ваших мотоблоков, которые вы выпускаете, пересмотрите цены на запчасти. Я не знаю, это возможно, это невозможно. Но это такая просьба. Вот все люди, которые купили мотоблоки, они купили, можно сказать, большинство по моим видео, так как я был одним из первых, можно сказать, кто купил этот мотоблок, начал показывать в видео. И вы сами понимаете, что это была в каком-то роде реклама. Хотя за эту рекламу вот так вот я, получается, расплачиваюсь. И сейчас я себя, вот знаете, чувствую немного как бы виноватым перед всеми людьми, которые купили мотоблоки по моих видео. Оказывается, что вот такая есть недоработка. Доработайте, снизьте цены, и все будет хорошо. Все будут довольны. Счастья, друзья, вам, радости, ну и пускай ваша техника не ломается. А следующее видео будем уже как-то эту проблему исправлять. Всем пока-пока, увидимся.